Добрый день, дорогие скорпионы! Ну что, мы добрались до финального месяца уходящего 2023 года. Поэтому, дорогие мои, присаживайтесь, я начинаю ваш гороскоп на декабрь. А месяц будет, я бы так сказала, очень непростым. Месяц, который приносит очень много ожиданий. Месяц, который дарит нам не просто праздник и радости, но и те самые моменты, приятные моменты времяпрепровождения с семьей, с близкими, с любимыми, с друзьями, да. Это дни, когда мы сближаемся с нашими коллегами, когда мы обретаем чуть больше внимания от других людей, и когда мы ждем той самой радости и праздника, которая у нас с вами сидит на подкорке, которая родом из детства, и мы все ждем подсознательно этого месяца. Кто-то для того, чтобы подвести черту, да, для того, чтобы нарисовать экватор, подвести итоги своим действиям, или же наметить план на Новый год. Дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее. Я начинаю гороскоп на декабрь 2023 года. Дорогие мои, забегаю вперед, в конце, конечно же, видео я прикреплю, но буквально на днях вышел большой ролик как раз-таки с вашим знаком зодиака. Дорогие скорпионы, досматривайте гороскоп до конца, там в конце будет ссылочка на видео про ваш знак. Целый час рассказываю про вас, ваши плюсы, минусы, плюшки, любовь, отношения, совместимость, работа, карьера, деньги. Боже, мне кажется, я рассказала там все, но после того, как я закончила это видео, я подумала, я смогла бы рассказать еще больше, но запасемся терпением, расскажу, значит, в следующий раз, да. Поэтому большое финальное видео про скорпионов, оно уже есть, посмотрите его, пожалуйста. А я начинаю гороскоп на этот интересный месяц. Итак, быстро и коротенько. В декабре у нас с вами на небе разворачиваются целых 3 планеты. Здесь первая неделя ноября у нас... Здесь первая неделя декабря у нас разворачивается Нептун. Поэтому будут тормозить творческие проекты, будут не складываться дела с заграничными поездками и тому подобное. Да? Все, что связано с заграницами, все, что связано с творчеством, с психоэмоциональным состоянием, будет немножко шалить, потому что Нептун из ретроградного движения разворачивается директно. Поэтому нас с вами будут одолевать эмоции, обиды, переживания, состояние, когда нам захочется впасть в жертву, да, дорогие скорпионы, поэтому здесь отслеживаем свои эмоции, не выносим это в работу, в личную жизнь, хотя вряд ли получится не вынести это в личную жизнь, да, забегая вперед. Идем дальше. Первая неделя декабря, она вот такая. В работе будет сложновато, да, поэтому запаситесь терпением. С финансами будет тоже сложновато. Ваш главный управитель Плутон находится в квадратуре с Венерой, поэтому по финансам будет сложно. Делайте себе заначки ранее, откладывайте, доставайте заначки, сбережения и тому подобное. Да. Желательно не залазить в кредит, не залазьте в кредит. Запаситесь терпением, потому что вторая неделя декабря, вот прям огонь, вот она прям классная, вот она спокойная. Нептун уже развернулся, квадратура с Венерой уже разошлась, и здесь, конечно же, совершенно другие эмоции, да, потому что ваш главный управитель Плутон, он идет в прямом положении, он идет такой нахрапом, зарабатывает свою мощь, развивается и идет дальше, да, поэтому все ваши начинания, все, что вы хотели делать, продолжайте. Середина месяца, 12 декабря, у нас новолуние, новый лунный цикл, но его, естественно, омрачает наш любимый ретроградный Меркурий. Да, с 12 декабря, дорогие друзья, у нас новолуние, новый лунный цикл, когда хочется начинать все новое, выбросить старое, навести порядок перед Новым годом, да, в делах, в работе, дома, в гараже, не знаю, да. Но ретроградный Меркурий решил посетить всех и испортить настроение, да. Последние недели декабря и первой недели января у нас с ретроградным Меркурием, поэтому, дорогие дела, дорогие друзья, новые дела не будут получаться, но будут прекрасно получаться дела, которые вы начали ранее.
либо старые проекты, которые не выгорели раньше, которые не получились, не хватило сил, не хватило терпения, да. Но сейчас у нас с вами терпение хоть отбавляй, потому что Сатурн, наш главный помощник в терпении, он находится в директном положении, он идет прямо как надо, поэтому терпение и ожидание у нас теперь хоть отбавляй. Мы готовы трудиться и работать в долгую, да. Но, ребята, с ретроградным Меркурием новые проекты будут долго проходить. Все дела с документами, с договорами, все, что связано с папирками, с бумажками, да, все, что связано с бумажками, договора, контракты. Здесь, пожалуйста, смотрите, что вы подписываете, потому что будет вылазить много подводных камней, да? Поэтому здесь внимательны. Желательно не ввязываться ни в какие новые аферы, покупки прикупить хотя бы во второй неделе декабря или уж в ноябре, да, потому что все купленное в ретроградный Меркурий, мелкая бытовая техника, особенно все, что вы хотели там на Новый год купить, оно может сбоить, может глючить, может задержаться поставка, может быть с каким-нибудь браком, поэтому здесь, мои дорогие, запаситесь терпением. Но ничто не вечно, ретроградный Меркурий уйдет, но уже, правда, в новом 2024 году. Да? Итак, третья неделя декабря – это начало лунного цикла, нового лунного цикла, где у нас ретроградный Меркурий. И здесь, конечно же, для работы со старыми проектами идеальное время. На небе все в зеленых классных аспектах, все в тринах, в секстилях. Работайте прекрасно, пожалуйста, будут получаться заграничные поездки, тусовки, мероприятия, корпоративы и тому подобное, да, здесь хорошо, конечно же, будет омрачать эту историю Солнце, да, которое находится в квадратуре с Нептуном, да, но здесь внимание, мощные, основательные, заграничные проекты, которые идут уже очень много времени и лет, они будут продолжаться. Сложно будет с новым, именно начатое в это время, но если вы работаете с Европой, с Америкой, они все уходят как раз-таки в третьей неделе декабря, с 23 с 24, они все уходят на праздники, поэтому завершить свой рабочий год в это время очень даже хорошо. Если же вы работаете локально в своей стране, то есть если же вы работаете там в России, да, страна, которая уходит только 30 декабря на праздники, то здесь, конечно, последняя неделя декабря уже будет такой напряженный. Много терпения уже не будет, потому что Меркурий находится в соединении с Марсом в квадратуре с Нептуном. И здесь, конечно, захочется уже лениться, ничего не делать, воля будет слаба, здесь захочется уже вот прям такое праздное настроение, не работать. Поэтому здесь, дорогие мои, если вы можете завершить свой год пораньше, завершайте его пораньше. Если же вам все-таки необходимо работать, доделывайте свои дела и уже вернетесь к глобальным мощным проектам в новом году. Да? В январе прекрасное время, прекрасные аспекты для того, чтобы начинать нечто новое. Много планет будет как раз-таки в директном положении. Да? Плюсом последнюю неделю декабря, последние несколько дней декабря разворачивается Юпитер из ретроградного движения. И да, мы все с вами рады. Наконец-то наша удача к нам возвращается. Да? То есть мы начинаем действовать более адекватно, мы уже отслеживаем более позитивно и рационально, я бы так сказала, свои проекты, свои взгляды, свои планы. Да? И уже в новом високосном году у нас будут все планеты, за исключением Урана, в ретроградном движении. Здесь, конечно, будет очень классно начинать все с чистого листа. Поэтому, мои дорогие, если вы не можете что-то закончить в декабре, то есть уже не хватает эмоциональных сил, не хватает уже просто физических сил, вы просто устали, потому что 23-й год, он не был таким продуктивным, он не принес столько результата, сколько другие года, когда, например, прикладываешь очень много действий, да, и результата нет. Результат будет позже, я это вам 100% говорю, да, он будет в 2024, и я вам про это говорила еще, когда был коридор затмений, когда были все эти новолуния, полнолуния, да, то есть
Не печальтесь, я знаю, хочется, потому что декабрь – это месяц, когда мы подводим итоги, когда мы говорим, что вот это я сделал, вот это я пытался, вот это я старался, вот это я просто вбухал туда гору эмоций и сил, но ничего не получилось. Потерпите, потерпите, в 2024 году все начнет раскручиваться, причем начнет раскручиваться и приносить плоды просто в геометрической прогрессии. А если вы умеете считать, вы понимаете, о каких цифрах я говорю. Если же говорить о прибыли, то декабрь, в принципе, первая его неделя будет достаточно сложная. Окончание же месяца, если вы не будете пылить, если же вы не будете предъявлять глобальные претензии, если вы не будете проявлять агрессию, если вы будете делать планомерно свои дела, которые вы наметили и нацелили, то конец месяца, конечно же, принесет, прям, я бы так сказала, очень хорошую выручку. За новогодний стол вы точно сядете в приподнятом хорошем настроении, потому что Плутон, ваш главный управитель, находится в прекрасном секстиле с Венерой, с Нептуном, а это прекрасные денежки, прекрасные финансовые возможности и выгоды, да? Особенно если вы черпаете это все с тех проектов, которые вы начали ранее. Дорогие мои, как говорится, я бы сказала, не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. И здесь, конечно же, да. Что касаемо прибыли, не оставляйте на январь то, что можно сделать еще в декабре. И вы, дорогие скорпионы, с этим прекрасно справитесь, потому что все ваши усилия окупятся. Любовная сфера, дорогие скорпионы, в декабре будет тоже неоднозначной, да? Потому что когда барахлит работа, когда в работе не спорится, когда мы получаем не то, на что мы рассчитывали, естественно, страдают партнерские отношения. Запаситесь терпением. Особенно в первой неделе, в начале декабря, да, и в конце декабря, потому что захочется в первой неделе прям повоевать в отношениях, захочется прям предъявить мощные претензии, в последней неделе декабря захочется уйти, разорвать отношения и сказать: я больше не хочу тебя видеть. Но подождите, уже к новогоднему столу все будет хорошо, будет прекрасно. Это буквально вот это настроение, оно будет в начале 20-х числах, когда захочется прям поругаться, разругаться, а прям к концу декабря, последние несколько дней декабря уже все уже станет хорошо, уже новогоднее настроение, уже шампанское, уже фруктики, уже друзья, гости и тому подобное, да, поэтому, мои дорогие, любимые скорпионы, я знаю, захочется рвать и метать, но запаситесь терпением, у вас его много, я знаю. Не пылите, не наводите вот это вот состояние. Конечно же, те скорпионы, которые захотят связать свою жизнь брачными узами в этот момент, ну, в момент ретроградного Меркурия, не очень бы хотелось бы это делать. По крайней мере, если вы четко понимаете и осознаете, что вы с этим человеком далеко, давно, да, и надолго, и ваши планы заходят очень далеко, то здесь, конечно же, понимаете, что это не новые достаточно отношения, но вы решили их узаконить. Конечно, все, что подписано в ретроградный Меркурий, длится не вечно, поэтому запаситесь терпением, перенесите на январь, да, совсем чуточку, либо же до ретроградного Меркурия, да. Вторая неделя декабря – прекрасное время и для лемурных отношений, для встреч, знакомств, подписания там договоров, брачных контрактов, сходить в ЗАГС, расписаться. Прекрасное время. В ретроградный Меркурий я бы все-таки не подписывала ничего важного. Дорогие скорпионы, так как месяц для вас будет огонь, так как месяц для вас очень мощный, вы очень сильный знак, пожалуйста, запаситесь терпением в этом месяце, будьте особо аккуратны на дорогах, потому что в ретроградный Меркурий ваш управитель Марс, второй управитель, будет в соединении как раз-таки с ретро-Мерком, и здесь очень много силы и агрессии будет на дорогах, так как вы у нас знак, который умеет очень классно реагировать и чувствовать дорогу, вообще в принципе реагировать на экстренные тяжелые ситуации. Здесь, пожалуйста, будьте начеку, просто будьте аккуратны, потому что дело даже не в вас, а в всех тех людях, которые будут вокруг. Не все
и могут в экстренных ситуациях быть достаточно, ну, маневренными, да, то есть не все могут сложные ситуации переживать быстро, поэтому вы будьте начеку и тем самым, я бы так сказала, страхуйте свое окружение. Будьте внимательны на дорогах, будьте вообще внимательны. Травмоопасный месяц, с учетом того, что еще и предновогодний, предпраздничный, много ожиданий. Аккуратно, спокойно, тише едешь, дальше будешь, да. Дорогие друзья, я бы хотела рассказать еще больше, но погода, к сожалению, меня прогоняет, поэтому если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях под этим видео, обязательно указывайте дату, время и место вашего рождения и ваш конкретный вопрос, который вы хотите узнать, потому что, ну, я открываю вашу натальную карту, могу ответить и сказать вам многое, но я же не знаю, какая именно сфера интересует вас именно сейчас. Спасибо, дорогие, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что была полезна, и увидимся с вами в следующем ролике.